Доброго времени суток и добро пожаловать на первое обзорное видео, посвященное моду Russian Universalis от команды разработчиков. С вами Коуфер, и сегодня я покажу наиболее важные игровые механики версии 2.4 «Пираты Эгейского моря». Начнем, пожалуй, с самого заметного, это визуальных изменений на карте. В версии 2.3, посвященной госпитальерам, мы могли наблюдать на карте жирный шрифт и едва заметные полоски между игровыми областями. Теперь они в прошлом, и ничего более не будет рябить в глазах. Ввиду постоянного увеличения провинции возникает все больше необходимость в изменении шрифта. Именно поэтому мы приняли решение его изменить на тот, который вы видите сейчас на экране. Также была изменена яркость карты. Она стала более насыщенной в летнее время. Если с визуальной частью теперь все прекрасно, по крайней мере для нашей команды, то что в отношении содержания? Прежде всего в игру добавлены 4 новые державы: Синьория Хиоса, Синьория Негропонта, Пфальцграфство Кефалония Закинфа, а также Герцогство Неопатрия. Это католические страны, 3 из которых доступны прямо со старта игры. Каждая из них имеет свои национальные традиции, призванные подчеркнуть их уникальность и направленность в развитие. Наиболее яркая из них – Кефалония и Закинфа. На текущий момент это вторая в мире католическая держава, способная совершать рейды наравне с госпитальерами. Хиос – прогенуэзская синьория, Негропонт – провенецианская, а Кефалония – просицилийское герцогство. Неопатрия же прокаталанское, оно возникает с 1319 года. Однако название обновления связано не с владениями итальянцев, а в игру вступают 4 бейлика, которые также будут грабить своих недругов в Эгейском и Черном морях: Каресси, Сарухан, Айдын и Ментеше. Вместе с Гермианом эти 5 государств тоже получили собственные идеи. Напоследок скажем, что православная республика Филадельфия тоже обзавелась национальными идеями. У Афин, Византии и Госпитальеров произошел их некоторый ребаланс. Подробно о каждой новой стране, истории их появления, развития, упадка, исчезновения вы можете почитать в наших дневниках разработчиков. Помимо новых государств были немного рассмотрены уже имеющиеся. Так, у Гранады со старта будет Сеута и Гибралтар, а Тунис будет лишь номинально контролировать часть своих владений через вассала Триполи. Остров Джерба, ранее относящийся к мусульманам, в версии 2.4 перекочует к Тринакрии. Теперь пора перейти к следующей вкусной части обновления – игровому балансу. Многие из игроков справедливо замечали, да и мы, разработчики, тоже, что мод, сдвинувшись к отметке 1309 года, невольно сместил и срок ее окончания примерно к 1650. Причина одна – на карте не остается значимых противников, способных хоть как-то дать вам отпор. В обновлении по госпитальерам мы уже предприняли меры по уменьшению численности солдат, флота, а также дали штрафное агрессивное расширение всем участникам Священной Римской империи. Но все это не приносило должного результата. Поэтому были приняты кардинальные меры по сохранению интереса к игре до 16 и 17 веков с возможностью продолжения игры в более позднем периоде после 1750 года. А речь идет о тотальной переработке технологий, а именно времени появления зданий. С выходом 2.4 почти все здания сдвинутся в технологическом древе на более позднее время, остальные же, наоборот, станут доступны раньше. Дальше вы можете видеть пример изменений административных зданий, дипломатических и военных. Как можно заметить, в ветвях поменялись не только требования к уровню для строительства зданий, но и сами здания. Все уникальные строения будут требовать более высокий уровень технологий. И сразу несколько предложений о них. Вы можете заметить, что у уникальных зданий теперь появились полезные подсказки.
В версии 2.4 мы дополнительно внедрили новую строительную цепочку библиотека, колледж, университет. Вместе с ней применяется стоимость и эффекты соответствующих зданий. На этом изменения по технологиям не заканчиваются. Значения эффективности производства, торговли были переделаны на мотив оригинальной версии игры. Скорректирована административная эффективность, лимит снабжения, в общем практически все элементы, связанные с технологиями. Заключение о балансе. Мод возвращается к группам идей из оригинальной версии. Исключения составляют исследовательские, они появляются только с 1430 года. Эпоха открытий тем временем тоже сдвинулась к отметке 1444 года. То есть, если вы начнете играть в 1443, в игре все еще будет эпоха феодализма. Теперь самое время рассказать о новом игровом сценарии «Пиратах Эгейского моря». Стартовая дата 15 августа 1310 года, день взятия Родоса. На экране вы можете видеть описание сценария и 11 государств, которые будут предложены вам для игры. Но вы спросите, а какой в этом смысл? Игровые сценарии по факту просто отражают временной период и больше носят эстетическую функцию. Больше нет. С версией 2.4 мы вводим новый игровой элемент – возможность выбрать один из доступных игровых бонусов до начала партии за державу, которая есть в игровом сценарии. Сразу после начала игры или в течение 2-5 дней всплывает отдельное сообщение, в котором прописаны возможные варианты развития. Рассмотрим на примере с госпитальерами. Стандартно игроку дается 5 вариантов. 2 из них по умолчанию присутствуют в том или ином виде у каждой из 11 держав. Это решение на развитие столицы и фабрикация претензий на соседние державы, которые представляют угрозу. Особенность фабрикации заключается в том, что вместе с вечными претензиями дается небольшой бонус к национализации захваченных земель сроком на 5 лет. Чем меньше провинций у государства, тем больше скидка. И наоборот. Вместе с тем, бонус распространяется и на ИИ державы, которые есть в игровом сценарии. Это дает им отличную возможность испортить отношения между собой и сделать регион более напряженным. Фабрикация претензий не всегда основное направление у той или иной державы. Например, Тунис с самого начала игры может залатать одну из 2 дыр в Мактаре или провинции на границе с Лемсоном путем ее колонизации. Тунису также будет предложено объявить врагом Кефалонию и Закинфу, что даст шанс начать экспансию на Балканах. В то же время мусульмане могут выбрать и вариант с отвоевыванием назад крепости Джерба, недавно захваченной Арагоном и переданной под власть Тринакри. Шанс на отвоевывание невелик, но в случае успеха вы бескровно вернете себе провинцию. Правда, будьте готовы к тому, что Сицилия наверняка объявит вам священную войну, а Арагон меж тем подтянется. Многие игровые цепочки событий будут приводить к итогу, который будет отображаться у всех стран вокруг, давая понять, что происходит сейчас в вашем или соседнем регионе. Пятибеллика, Кареси, Айдыну Гермиану, Сарухану и Ментеше предложат либо развить столицу, либо сфабриковать претензии на целую область. У Кареси, Айдына и Ментеше будет дополнительный вариант свистать всех наверх, дающий преимущество на море в виде галер, моряков, а также модификатора к увеличению боевого духа на море сроком на 10 лет. В Кефалонии и Закинфе также будет доступен вариант на прибавку к флоту и боевому духу. Вместе с тем, она может избрать и другие варианты, среди которых претензии на Эпир, Византийскую Морею и моментальная война с Маликатом Бану Сулаем неподалеку от Киренайки.
Изначально планировалось внедрить 10 держав, не включая ромеев в данный список, но этого не случилось. Византии будет предложено 10 вариантов на выбор. Укрепление всех крепостей в Малой Азии, уничтожение предателей в своем дворе, сведение на нет сепаратистских настроений в Албании, союз Сербии или Болгарии, создание шпионской сети или наращивание бунтарских настроений в 4 государствах. Все нововведения с уникальными событиями будут доступны только если вы выберете сценарий «Пираты Эгейского моря». Чтобы дополнительно подстегнуть игроков выбирать проработанные нами государства, я создал 35 новых общих миссий, которые поместил в обновленном окне. Это больше, чем у самих разработчиков оригинальной версии игры. Многие из заданий направлены на строительство тех или иных зданий, но некоторые выделяются из общего звена, например, цепочка с развитием столицы. На выполнение этой цепочки у вас уйдет много времени, ведь если вначале от вас требуются смешные требования, то в самом конце 90 уровень развития столицы. Награда за такой труд с учетом нового баланса окажется вполне достойная. Если вы перфекционист и стремитесь выполнить все задания, то вам придется задержаться в своей партии примерно на 100-150 лет. Так, например, военная ветка, она посвящена профессионализму, начинающийся с обучения полков, попросит дождаться вас 1460 года, даже если остальные условия окажутся выполненными раньше. Регулярная армия станет доступной лишь к 1580 году, а завершение ветки в лице расхода на армию побудит закрыть все экономические идеи. А вообще, многие из заданий теперь неразрывны от тех или иных групп идей, а также советников высокого уровня, так что не надейтесь выполнить все миссии быстро. В заключение, я бы хотел показать вам новые игровые достижения. Чтобы вы могли их видеть в своей партии, перед ее началом следует выбрать режим Iron Man. Как только начнется игра, нужно принять условия события. Тогда в панели инициированных модификаторов отобразятся все возможные достижения. Новых среди них 5. Госпитальерам предложат создать свою империю, построенную на их собственной культуре, и отказаться от своей формы правления в пользу монархии. Кефалонии Закинфи захватить все провинции, как в Маре Нострум, а также регионе Франции, Нижних земель и торгового центра Ла-Манш. В отличие от Маре Нострум, Кефалонии нужны лишь прибрежные земли, идти дальше на сушу им не нужно. Негропонт должен получить звание империи, затмив латинскую и восточно-римскую. Две Филадельфии – уникальное по своему существу достижение, доступное православной республике. Ее главное условие – начать игру с 1 января 1337 года и развить столичную область как в Старом, так и Новом Свете. Самое же простое задание у сеньории Хиоса. Ей достаточно владеть теми землями, что и сама Генуя, и иметь наибольшее торговое влияние в 3 узлах. Обзор главных механик обновления подошел к концу. Важно помнить, что «Пираты Эгейского моря» выйдут на версии 1.29. На этом у меня все. Увидимся с вами 7 июля.